Семейная реликвия. Этим мы в Чехии привыкли гордиться. Мы называем себя народом музыкантов и поэтов, гордимся чешским пивом, Прагой, фольклором, крылатой стрелой пана Шкоды или контактными линзами пана Вихтерле. И никогда не забываем похвастаться чешским стеклом. Но лишь немногие чехи умеют говорить о чешском стекле так, как о нем говорят отец и сын Томы. Ведь они представляют уже 4-е поколение Томов, которое, выпуская стекло, дарит радость людям не только в Чехии, но и в столь далеких странах, как Эквадор, Япония или Бразилия. Свою семейную реликвию Томы берегут с любовью к ремеслу и с уважением к мастерству предков. Каждое выпущенное на их стеклозаводе изделие – подлинник, и на каждом из них следы многих мастеровых рук, которые с артистической сноровкой придают ему в долгом производственном процессе форму, цвет, блеск и изысканность. Мастерство художников по стеклу. В Чехии стекло традиционно выпускается путем раздувания стеклянного шара в разъемной деревянной форме. Эта старейшая технология применялась уже в V веке до нашей эры. Большую часть сложных стеклянных изделий иначе, чем дутьем в деревянной форме, изготовить просто невозможно. Формы выпускаются из твердой буковой древесины. Древесина должна быть без сучков, с тонкой сердцевиной. Только такая применима для выпуска крупногабаритных изделий. Похожую буку-структуру также имеет груша. Ее применяют при изготовлении форм для изделий поменьше, таких как пробки или рюмки. Из чугуна выпускаются формы для прессованных изделий. В качестве образца может приниматься рабочий чертеж, эталон или новая модель. Из специальной массы нужно сначала изготовить литейный шаблон, по которому затем выпускается чугунная или бронзовая отливка. Грубой форме отливки предстоит пройти еще множество операций, прежде чем в нее зальют стекломассу. Ее нужно отфрезеровать, отшлифовать, точить и сверлить. Большим помощником при выпуске крупных партий идентичных форм является копирная фреза. Под конец каждая форма
еще вручную колется, пилится и полируется. Формы могут быть как простыми, так и сложными, многокомпонентными. Безупречная форма – это одно из многих обязательных условий рождения настоящих стеклянных красавиц. Каждая стекольная шихта состоит из идентичных основных компонентов – кремнезема, оксидов натрия и кальция. Их точная дозировка и состав добавок, естественно, посторонним нигде не разглашается. На заводе эту промышленную тайну, кроме отца и сына Томов, знает только стекольный мастер. К шихте добавляется стекольный бой, доля которого составляет до трети общего объема шихты. Малые печи загружаются лопатой, а в больших печах установлены питатели – двустенные трубы с водяным охлаждением. Шихта загружается в печь, нагретую до 1340 градусов Цельсия. Загрузка печи выполняется в 2 захода, чтобы шихта как следует проварилась. Варка стекла управляется по программе, но под обязательным надзором стекломастера. Не зря ведь говорят, что варка в грозу совсем не такая, как в ясную звездную ночь. Стеклянных дел мастер должен быть не только отличным технологом, но и немножко алхимиком. Варка завершается около часа ночи. Еще надо, чтобы стекольная шихта до утра остыла до рабочей температуры. Форма готова, шихта доведена. Теперь дело за стеклодувами. Их основным инструментом уже со времен древних финикийцев является стеклодувная трубка. Эта трубка с загубником бывает разных габаритов. Как правило, ее длина составляет около 150 сантиметров. Чем меньше изделие, тем короче стеклодувные трубки. Наборный наконечник, головка трубки, изготавливается из специального материала, который не реагирует со стеклом. Например, железо придало бы стеклу зеленый оттенок. Прежде чем приступать к дутью, надо взять на трубку набель, раскаленный шарик стекломассы, и только на него потом набирают нужную порцию. Набранную стекломассу формуют и выдувают в форму. Для малых изделий в печи нужна температура повыше, поэтому утром начинают с них, а очередь изделий побольше подойдет позже, когда печь немного остынет. Не только сноровка и физическая подготовка, но и сыгранность стеклодувов чрезвычайно важна для художественного хрусталя. А что же выпускается? Выпускается много чего. Вазы и блюда, кувшины и кубки, флаконы и хрустальные люстры.
Но вернемся к стекольному производству. Перед выпуском прессованных изделий чугунную форму надо подготовить и нагреть. Прессование начинается с наборки стекломассы из печи. Прессовщик отрезает точную порцию и вручную штампует изделие. Каждая новая форма сначала поступает на пробное литье. Выявленные недостатки устраняются непосредственно на месте. Для сверки качества и доводки изделия ничего совершеннее опытного глаза и чутья пока нет. Маленькая печь-вертелка, которую стекольщики здесь называют труммель, применяется не только для стыковки подставки с блюдом, но и для других специальных операций. Здесь изготавливается горлышко бутылки, носик кувшина или графина. Остывать стекло должно медленно. Чтобы охлаждение соответствовало регламенту, помощник загружает каждое изделие в охлаждающую печь. Толстостенные изделия охлаждаются при температуре 450 градусов Цельсия, а тонкостенные бокалы или рюмки 415 градусов Цельсия. Вечером, когда изделия достаточно охладились, с ними можно работать дальше. Умелые руки стекольщиков могут сделать из хрусталя почти что угодно. На выходе из печи болванка ничем особенным не отличается, и порой не сразу поймешь, что из нее будет. До произведения искусства еще очень и очень далеко. Сначала с изделия надо убрать технологическую надбавку стекла. Это делают на отдельном участке. Алмазным резцом изделие надрежут, а горелка сделает остальное. Изделия неправильной формы надо срезать вручную или на алмазной пиле. На эту операцию поступают прямоугольные дозы, кувшины, вазы или вот такие корзинки.
Шайбой называют дисковый горизонтальный точильный станок. Диск изготовлен из чугуна и карборунда. На него подаются абразивы разной фракции. На шайбе нивелируются, сглаживаются и шлифуются донышки и верхушки бокалов. Чтобы изделие не нагревалось, его охлаждают водой, которая параллельно смывает шлам. Шайба предназначена еще для одной специальной операции – подгонки наружного конуса пробки под размер внутреннего конуса горлышка. Под каждое горлышко своя пробка. Каждая пара уникальна. После нивелировки на шайбе уже становится понятно, в какой форме будет придаваться и для каких целей предназначаться изделие. Например, из этого получится прекрасный графин. Но прежде чем изделие попадет на гранильный станок, оно должно пройти еще через одни умелые руки. Изделие симметричной формы поступает на разметочный станок с вертушкой. Здесь на изделие наносится сетка вертикальных и горизонтальных координат, по которым гранильщики вырезают узор. Однако на сложные по форме изделия, такие как корзинки или прямоугольные дозы, узор надо нарисовать вручную. Гранильщики у гранильных станков. Терпение, точность, железные руки, художественный вкус. Режут на шлифовальном круге стекло, которое уже прошло через многие руки и еще через многие руки пройдет. Глубокая гравировка, гордость стеклозавода, выполняется на кругах с разным покрытием. Клиновидная огранка отличается разной глубиной и шириной, а их комбинация создает превосходную разноцветную игру света. Для ножек-фужеров, горлышек бутылок и донышка мисок предназначены радиусные диски, создающие большие арочные плоскости. Острота кругов зависит от синтетических алмазов, а вот красота стекла только от человеческих рук. Но куда же исчезли яркость и блеск свинцового стекла? Почему все вдруг выглядит серым и некрасивым? Это гранильщики, работая, покрыли стекло мельчайшей стеклянной пылью, которую нужно смыть. Вазы и фужеры окунаются в ванну, теплую, химическую и чрезвычайно полезную. Каждая ванна состоит из 6 фаз. Кислотный раствор чередуется с промывкой теплой водой. Через час, в течение которого процессом управляет компьютер, поступает чистое и отполированное стекло на следующую операцию. Раскраска и матирование – это очень тонкая, почти нежная работа, поэтому ее часто выполняют женщины.
Мужчины здесь появляются лишь тогда, когда надо монтировать сверхгабаритное изделие, например, большую и тяжелую вазу. При монтировании части резного узора получают матовый оттенок. Для этих целей применяют корундовые круги. Для мелкой огранки или сложного тонкого узора применяются алмазные круги. Шайбу мы уже видели. В этот раз она снова нужна для доводки шедевра. Необходимо зашлифовать донышки и верхушки изделий так, чтобы они стали гладкими и блестящими. На горизонтальном диске для сглаживания используется пемза и вода. То отполированное стекло, которое не предназначено для раскрашивания, уже почти готово к отгрузке. Хрустальные люстры и светильники в чешских краях начали выпускать в начале XVIII века, и они всегда были синонимом роскоши. В зависимости от типа и размеров люстра состоит приблизительно из 50 стеклянных элементов, 120 металлических деталей и до 1000 штук хрустальных подвесок. Подвески имеют не только эстетическую функцию, но и увеличивают свечение люстры. Хрустальные осветительные приборы не ушли со сцены, их популярность снова растет. Свое место они находят и в современных интерьерах. Перед раскраской стекло проходит последнюю проверку и доводку. Сначала на изделие наносится специальное жидкое золото, которое должно выдержать жар печи и быть достаточно стойким к стиранию. На обожженный золотой фон рисуют цветочки, а потом изделие снова обжигают в печи. Из-за своей сложности некоторые узоры поступают на раскраску и обжиг до 4 раз. Готово. Рожденное из песка, огня, красок и человеческого умения. Еще раз помыть, намылить, отполировать и все.
Остается аккуратно обернуть в шелковую бумагу и упаковать в коробку. Путь зачастую далек, поэтому упаковка должна гарантировать получение в отличном виде. Чтобы знали все место их рождения, получат ярлычок и пожелания. Пусть они нравятся и приносят радость.